Всем привет! Будем коптить сегодня сыр. Сыр будем коптить холодным способом, то есть холодным копчением. Сыр сулугуни, сыр костромской. Почему я выбрал именно такой? Потому что только такой есть в моем дачном магазине. Вот. Использовать будем для холодного копчения мой дымогенератор, про который есть отдельное видео. Ссылка в описании, перейдите, посмотрите, кому интересно. Ну и, собственно говоря, коптить мы будем вот в такой вот коробке. Коробка я не знаю чего. Вот размер ее, вот внизу написано 63 на 33 на 48. В принципе, коробка может быть совершенно любая. У меня такая, мне она по размеру подходит. Значит, в коробке сделано снизу вот, отверстие для подачи воздуха, для тяги. С обратной стороны такой же. Лежит два кирпича для того, чтобы на них поставить генератор, дымогенератор, и для того, чтобы коробку ветром не сдуло. В верхней части точно так же сделано отверстие для выхода дыма. Вот. Можно было бы, конечно, просто пробить дырку, и тяга была бы. Но все-таки отверстие есть для того, чтобы через него подсматривать. Можно было, как идет процесс. Значит, потом что? Решетку мы используем для копчения. Это какая-то решетка от старой кухонной мебели, которой у меня, наверное, уже давным-давно нету. Вот. Давайте собирать. Для начала нам нужно запустить наш дымогенератор. Рекомендую использовать его на каком-нибудь подносе или кусок хотя бы жести, потому что все-таки опилки сыпятся. Ну и все, чтобы наша коробка не была в опилках. Поджигаем наш дымогенератор. Да, я скажу, что сыр предварительно нужно хотя бы за минут 5-7 вынуть, чтобы он немножко обсох, потому что любой сыр, понятно, что он маленько влажный. Вот. И температура копчения нужна, как все рекомендуют, не больше 35. Ну, допустим, вот, холодного копчения. Даже не больше 27 вроде бы. Или 25. Но я вам скажу, что, во-первых, сейчас, конечно же, около 29 градусов, не больше. Это раз. Второе что? Второе что? Забыл, что хотел сказать. Ну ладно, значит, опилки, если нужно, можно поджечь с двух сторон, тогда, конечно, будет больше дыма. Вот, ну, естественно, они будут быстрее сгорать. Ставим внутрь, в самый низ, ну, мы видим, что процесс пошел. То есть дымок у нас идет. Ну вот. Этого вполне нам хватит для копчения. Берем нашу решетку, берем обыкновенную вот палочку, и с боков я пробил отверстие. Конечно, понятно, что все это времянка. Вот, потом нужно будет сделать нормальный ящик для копчения. Вот. И, значит, вот таким вот образом у нас стоит решетка. Вот. Под решеткой работает наш дымогенератор. Укладываем сыр на решетку. Вот. Да, совершенно забыл сказать, что бока коробки проклеены и коробка прихвачена по периметру скотчем, чтобы она не разваливалась. Хотя коробка, можно сказать, новая, очень прочная. Так, ну что там, где дымогенератор наш дымит потихоньку. Значит, закрываем коробку. Не надо ее закрывать герметично. Вот. Просто закрываем, и есть у меня вот такая вот такой срез дерева, березы. Просто кто-то мне его принес. Вроде бы сестра принесла. Вот для этого я использую. Можно кусок вообще дров положить, тарелку поставить, коробка будет держаться. Так, значит, сейчас я загляну. Ну что, дымок идет маленько. В принципе, всегда, если дымок не идет, это холодное копчение, это не горячее. Всегда можно открыть, всегда можно поджечь, всегда можно
добавить, раскочегарить и так далее. И если, допустим, вот мы что-то коптим долгое, то можно остановить и продолжить через какое-то время. Так, ну, я думаю, вы там не увидите ничего. Но дыма вы точно не увидите на эту камеру. Ну, по крайней мере, мне видно, и запах я чувствую. Так, дымок идет. Вот, значит, ну что, сейчас я прикрываю верхнюю часть. Оставляю такую небольшую щель, вот такую вполне хватит. И прикрываю нижнюю часть. Тоже где-то вот такой вот щели вполне здесь хватит. Можно было даже меньше, но пускай пока что будет такая. Вот. Ну что, значит, по времени копчения. Значит, коптиться может минут 40. Коптиться может 2 часа 40 минут. Если мы будем коптить 40 минут, будет приятный вкус вот, копченого сыра. Но сыр будет как вот почти не подкрашенный. Вкус будет, но сыр будет почти не подкрашенный. Если мы будем коптить 1,5 часа, сыр начнет окрашиваться. Если мы будем коптить больше 2 часов, сыр начнет даже по краям как бы немножко оплавляться. Чуть-чуть оплавляться, как будто бы покрываясь корочкой. Мне нравится такой вот сыр, я буду коптить чуть-чуть больше 2 часов. Вот. Ну так что сейчас становлюсь на паузу и буду вам, ну будет идти время, я буду вам показывать. Все, пока что, потому что дымогенератор должен раскочегариться и заполнить всю коптильню дымом. Ну вот если камера возьмет, то едва-едва видно идет дымок. Не знаю, видно вам, не видно. И конечно же, один из важнейших элементов копчения на холодную — это термометр. Вбиваем его где-то на высоте наших продуктов, там, где лежат продукты. Сейчас я посмотрю. Я попал вот буквально, вот лежит сыр, и как раз таки на середине стоит термометр. Но так как там уже хорошо все заполнилось дымом, я, естественно, лишний раз открывать это все не буду, пускай дымит. Ну все, сейчас на 40 минут становлюсь на паузу. Конечно, уже темнеет. Я все-таки думал закоптить сыр завтра утром, но жена говорит, давай закоптим. Вот, что завтра может не быть времени. Вот я решил закоптить. Ну что, буду включать свет, буду включать фонарик, буду показывать. Ну и в крайнем случае буду рассказывать. А температура у нас в коптильне где-то 21 градус. Все отлично. Ну, вот как видно, дым вовсю идет. Прошло у нас уже 45 минут. Я на 5 минуток немножко опоздал. Давайте посмотрим, что там внутри. Ну что значит? Видно, дым идет. Ну вот наш сырок. Вот наш сырок. Запах. Отличный запах копченого сыра. Но одно что. Так, ножик у меня где-то был. Так. Вот. Посмотрите, он практически одного цвета, что внутри, что снаружи. Но это реально вкус копченого сыра. То есть, я просто последнее закрою, что дым прямо в лицо. Ну, как вы видите, вот, как я говорил, не надо 2 эти там чурбаны ложить. По большому счету, вот даже этого ножика хватит, чтобы придержать. Миллион фонариков. Да, работает, дымок идет, все отлично. Значит, как я и говорил, вот, собственно говоря, 45 минут, 40 вполне хватит для того, чтобы получить вкус. Но если мы хотим еще и цвет, то нам нужно подержать немножко дальше. Так, температура у нас, ну, 20 градусов видно. Вот. Так что, по большому счету-то, сыр уже копченый получился, но я все-таки еще придержу, ну, просто для того, чтобы был он более красивый. То есть, я думаю, где-то 1,5 часика я подержу. Совершенно забыл показать, сколько осталось в дымогенераторе, но вот прошло 52 минуты сейчас. То есть, вот настолько он прогорел. Вот видите.
прошел час, не видно, час 42 минуты. Вот, а хотел 1,5 часа. Ну давайте посмотрим, что там вышло. Я думаю, что я уже буду и сам снимать, потому что я себе планировал в районе 2 часов коптить. Так, дым сейчас разойдется. Ну, собственно говоря, вот, смотрим. Значит, сырок уже... Ой, как дым какой едкий. Значит, сырок уже, конечно, приобрел желтый цвет такой, приятный. Вот, коптильня, точнее, дымогенератор прогорела почти вся полоса. Но я думаю, я додержу уже до конца. Вот, пускай уже догорают эти опилки. Ну и, собственно говоря, вот такой вот получается сырок, приятненький. Вот. А вот торчит штырь термометра. По термометру у нас все те же 20 градусов. Сегодня хорошие, теплые августовские ночи. Ну, собственно говоря, вот дым почти перестал идти. Значит, прошло ровно 2 часа 40 минут. Давайте посмотрим. Давайте откроем коптильню, вынимем сыр. И, собственно говоря, посмотрим. Значит, так, сразу на термометре у нас все те же 20 градусов. Убираем. Значит, вот такой вот получился сырок. Вот, красивенький. Так, берем тарелочку и вынимаем сырок. Вот, видали какой? Конечно, его можно было бы переворачивать, он тогда бы еще красивее стал. Вот. Значит, вот что у нас осталось от опилок. Ну, то есть, посмотрите. То есть выгорели они уже, ну, практически, если бы они еще догорели, ну, пару минут буквально еще оставалось. Ну, прекрасно проработал дымогенератор, уже не первый раз у меня он отработал. Вот. Я вам вот сейчас постараюсь показать. Надеюсь, что камера берет нормально. Сырок красивенький такой вот вышел. Вот это вот вскроем. Как я и говорил, как я вот люблю, он с такой как бы микрокорочкой получился. Вот. То есть внутри он мягкий и нежный, а снаружи он с такой вот копченой корочкой. Но запах, конечно, запах шикарный. Ой, извините, у меня налобник. Я головой кручу и... На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, делимся этим видео. Все, всем пока и до встречи на канале.